Здравствуйте! Сегодня обалденный такой солнечно-облачный день. Сегодня пятница. Конечно, не знаю, когда этот фильм выйдет. Сейчас. Блин, горелый. Куда ты идешь? Так, ну что, немного о ситуации. Ситуация следующая. Сейчас есть пару часиков на покатушке с утречка пораньше. И хотел показать одно очень интересное место. У меня есть видео на канале Dravik Rush. Красота. 3 дня лил дождь, как с ведра. И вот сегодня прям есть, конечно, там тучи, но обещали с обеда вообще шикарную погоду. Я вот решил рискнуть и проехаться именно до обеда. Нафиг надо. Я надеюсь, конечно, не будет сейчас ничего такого, потому что мне в ту сторону ехать надо. Сейчас как бы и под дождь вообще реально неохота попадать. Я поеду вот здесь. Как бы сейчас, где мы находимся на этой земле, на этой части Германии, проходят каникулы. Первая неделя летних каникул. Осталось еще 5. В общей сложности всего дается каждой земле Германии 6 недель летних каникул. Но раз у нас была в этом году вот эта корона, стресс весь, получается, они до каникул 2 месяца никто в школу толком не ходил. Походили 3 дня в школу и опять каникулы. Что будет после каникул, еще вопрос. Но говорят, будет что-то такое, дигитализация полная. Будут больше находиться дома, чем в школе. Короче, как раньше заочные студенты были, такие заочные. Так у нас будут нормальные школьники, мне кажется, скоро будут дома сидеть на ноутбуке, на ноуте, сидеть и свои домашние задания как бы решать. Интересно. Не думал, что такое когда-нибудь будет правда, ну вот, пожалуйста. Раньше, когда такое говорили, думаю, да ладно, что там. На самом деле уже вот печалисто. Так, мы едем здесь. Выезжаем сейчас здесь налево на такое более-менее загородное шоссе, которое можно ехать побыстрее. В плане того, что... Так, смотри, я еду. Ку-ку. Но все равно движение чуть плотновато. То есть могло быть и по-другому. Вот думаю, на магистраль заехать или нет. Я еще на этом мопеде никогда не ездил максималку. Попробовать сейчас ли максималку или нет. Хотя бы на минуту. Вообще, сколько он едет. Вот есть интерес. Чувак стоять. Да, ну сейчас вот такое движение. Сейчас вот что, 11 утра. Работа, не работа. Еще как бы пятница, то есть рабочий день. Я удивлен, как бы смена идет до 12, до полвторого, до часу, у всех по-разному, а мы все равно, даже по идее, в это время все равно много кто
еще на дороге находится, а не на работе. Но много фирм, конечно, и не работают. Есть некоторые в отпусках и так далее. Да что ты будешь делать? Дорога такая здесь стала такая волнистая. Ее пригрело чуть-чуть. Асфальт прям бывает тает, когда 40 плюс становится, 38, там 35. Даже уже после 35 начинает здесь асфальт таять. Интересная тема. И 10 лет назад, помнится, можно было здесь на машинке проехать 120-140 и проблем не было. Сейчас, ой-ой-ой, кстати, вот просели вот стыки мостов, ямки вот такие остались после зимы, трескается асфальт, попадает водичка зимой, хоть и морозов сильно нету, хватает даже нуля, трескается, раздавливает это все дело. И потом начинает все это рыхлиться, сыпаться, и потом проезжают фуры, машины, там легковушки проезжают, все это рассыпается, и когда-нибудь ямы начинают расти. Блин, хоть бы дождя не было. Ну что, посмотрим, какая сейчас магистраль. В принципе, можно было бы попробовать. Если сейчас не будет так забита магистраль, хотя бы на минутку. Мне прям интересно, мне самому интересно. Вот прям, я не знаю, вот что-то не было интересно, вот сейчас прям стало интересно. Вот, ну, охота как бы посмотреть. Как бы у меня знакомый один недавно мы ездили на таком же самом байке, говорит, 255 едет наш Кавасаки. А сколько вот именно этот едет, я еще не знаю. Я на нем максималочку выдвигал, может быть, 240, если повезет. Потому что мне как-то было не до этого, не было интересно, я уже много раз говорил. Но ради интереса один раз можно попробовать. Так что, видишь, спорты не для меня. Спорты валят 300, а мне что-то это вообще не интересно. Уже раньше на Зизере как-то выезжал, там для меня было 220 прокатиться, прям как за здрасте. А посередине между ними здесь как бы ездить, ну, не совсем безопасно. Я как посмотрю наши мотоблогеры с бывшего Советского Союза, что творят иногда, я просто удивляюсь, как они еще живы вообще. 3 километра примерно. И мы уже у цели, в принципе. Вообще, отлично. Так, ничего себе, блин, тележка. Тележка едет такая прям, ух, интересная. Интересно. Так, ну что? О, блин, красный. Вот как мне везет. Я вот на этом светофоре серьезно спускаешься вниз, всегда ты стоишь на красном. Не было такого, что ты спустился, и вот твой зеленый, да, то есть. А вот это вот, кстати, прикольная тема. Вот это вот нормальная такая, двухкомнатная. Наклеечка сзади, на ней стоит 100, то есть вот может с этим прицепом по магистрали 100 ехать, поливать. Это уже быстро, когда едешь в отпуск. Если он будет ехать не 80, а 100, то есть он за час проедет вместе с этим прицепом 20 километров дальше. Это на дальняк, когда ты едешь, это нормально. То есть за 5 часов он идет от другого, который едет 80 на 100 аж дальше. Это нормальная такая простая математика, но каждый километр на счету, если тебе ехать надо 20 часов с этой телегой. Ну вот тогда у них есть плюс. Ты едешь с ним по магистрали, остановился где-нибудь на большой заправке, пошел сзади, лег, поспал, проснулся, зубы почистил, кофе выпил и вперед. Прикольная вещь. Вот он стоит, вот здесь, если видно. Класс. Сейчас проедемся. Прикольно. Да. Вот видео про эту штучку у меня уже в принципе есть на ютубчике, но там простое такое, музыка стоит, как бы музыка, видео, а здесь как бы вот она, пожалуйста. Вот есть же люди, а, свиньи такие, приедут, покурят и загрязняют природу, мать вашу. Так, эта штучка называется Виктория. Сейчас пройдем.
Здесь на Виктории. Ну вот, в принципе, вот фотографии. Эта штучка вот 42-го года. Мощный. 80 км в час ехал. Люди привезли его сюда 29 сентября 28-го. Какой год? Блин, не стоит, что тут не вижу. На машинах привозили, все заблокировали. Вот специально все для него сделали. Вообще интересная тема. Ну и вот получается, он зимой еще снизу вот так вот освещается. Вообще интересно. У него снизу вот здесь вот рельсы, внизу стоят такие маленькие прожекторы. И на него падает красный свет ночью, когда проезжаешь по магистрали. Здесь вот это вот стоят. Красота. Куда? Вот он был использован, в принципе, во Вторую мировую войну. Вон там подвесочка, рессоры такие, прям все дела. Отреставрировали его, покрасили его там, да. Конечно, тут, наверное, внутрь, скорее всего, уже не зайдешь, но это не страшно. А так вот, в принципе, вот запчасти все вот эти почистили вот здесь. Все вот эти краны, винтики, шпунтики, все на месте, да, все такое сделали прикольно, да. Вот тут вот стоит 42-й. Тормоза, все дела. Лестница, тут лазить нельзя. Видно, там нет, надеюсь. Вот они, вот он, да. Вот этот, там еще такие есть дальше. Такие светодиодными такими. О! Поехал. Повез контейнеры. Ё-моё, какой он длинный. Сколько там? Штук 30, наверное. Вот. В Хамбург поехал. И вот здесь поставили лампочки, и они прям ночью горят, прям прикольно. Ты проезжаешь, как будто вот рельсы, все дела. И вот это все вот так вот ты едешь вот тут по дороге, вот здесь вот где-то вот, да, вон там дорога. Ты едешь ночью, короче, как будто он на тебя на дорогу едет. Прям так лампочки все горят, прям так прикольно. Вот они, кстати. Вот они, вот стоят. Модерн. Уже все модерн тут. Корпус. Вот. Все как бы отреставрировали, все четко. Кесали такие вообще, ой-ой-ой, красота. Тут вообще что тут только нету. Смотри. Он стоит, чтобы дебилы не лазьте здесь. Стоит. Зачем лазить сюда? Упадешь вот сюда, прям совсем башка болеть будет. Положили рельсы, камушки. Ну, в принципе, уже никуда не уедет. Хотел показать такую достопримечательность. Прям интересно. Вот это я понимаю. Вот есть люди маленькие игрушки собирают, да, а есть люди вот такие игрушки собирают. То есть вот это вот принадлежит человеку, который построил вот эту вот фирму. Вот даже можно нажать, звук пойдет, да? Вот здесь. Вот это все ночью светится. Вообще ночью, когда ты проезжаешь по дороге. Сейчас вот, кстати, вот вообще мало движения вот все стало. Все время ехали, так много народу было. Сейчас движения мало. Такой вот паровоз. Паровой двигатель. Самый настоящий. По-немецки этот Dampflok. Вот там уголь, все дела. Здесь все под давлением. Фига, там пружина только чего стоит. Ё-моё. И вот это вот неумирающая техника, да, с 40-х годов. Ну, сколько вот это новое продержится, которое сейчас строят, кто знает. Вот такой кусочек истории между двумя такими немаловажными городишками у нас на селе. А вот это, кстати, кнопка, да, это совершенно новое, и этого здесь не было ничего. Это абсолютно недавно сделали. Так же, как вот эти вот маленькие новенькие подсветочки, вот эти вот, вот светодиодные. Потому что, ну, было по-другому чуть-чуть. То есть было чуть-чуть по-другому. Но сейчас так. Так. Кому вот это вот все понравилось, делайте так. Если кому-то интересно, как он выглядит ночью, делайте так несколько раз, комментируйте. Я тогда возьму еще одного человека, он приедет сюда ночью,
Тоже, кстати, прикольная вещь. И вот, кстати, вот, если вы не знаю, вот как вот оно передается камерой, вот здесь вот цветочки растут, да, вот корова стоит такая, не настоящая, конечно, пластиковая. Здесь ромашки, все дела, тут цветочки. И вот здесь вот вокруг этого поезда проехались на газоне, так травочку подстригли, как он как на таком, как модельный такой стоит на подставе, подест. Прикольно. Стоит лавочка, стоит мусорка, чистая, аккуратная, ее убирают. Есть все равно приезжают люди, свиньи, которые оставляют какие-то пачки свои вон там. Хотя мусорка есть здесь, в принципе. Ну, мудаки, короче. Ну вот, живой пример. Вот смотри, видишь, стоит. Вот это вот, блин, вот эта вот хрень, в принципе, можно вот же сюда забросить, да? Вот, пожалуйста, забросил. Не умер же. Вот что вот людям 3 метра не могли дойти. Таких было не один. Разные вот такие есть фотографии от таких же. В разных городах других Германии стоят, были реставрированы и так далее. Но у нас вот так вот здесь. Вот его время егошней реставрации здесь прям есть на фотографиях отмечено. Прикольно, тогда корова стоит, такая на паровоз все время смотрит. Что вы там, типа, да. Кому понравилось, пишите. Учтем. Обязательно ставьте комментарии, каждому на свое усмотрение. Только если понравилось. По-другому зачем? Даже мама с детишками приехала сюда тоже посмотреть. Это такая уже стала последние пару лет здесь такая достопримечательность интересная. До скорых встреч. Сделаем так.